Всем привет! Добро пожаловать на сегодняшнюю трансляцию на разбор отчета Федеральной резервной системы. Через 15 минут выйдет Джером Пауэлл и расскажет нам, по какой причине они подняли ставку. Если ты интересуешься, подняли они или нет, да, подняли на 0,25%. Более того, они уже выпустили стейтмент, выглядит он следующим образом, вот что Федеральная резервная система выпустила стейтмент, который звучит как, сейчас, секунду, я сразу все это отмечу, 0,30 стейтмент. Он звучит как банковская система сейчас как бы в нормальном, ну, она гучная, то есть они все говорят, и они все думают, но на самом деле все постепенно приходит в норму. Правда, безработица все еще маленькая, инфляция все еще большая, и как бы им нужно повышать ставку. Недавние события показали, что ухудшение ситуации и на экономику также влияет и на инфляцию, и что пока что насколько долго будет продвигаться данное решение, пока неизвестно, но они идут и всячески стараются снизить инфляционные риски. Комиссия подняла учетную ставку до 5%, ну 4,75-5, условно на 0,25%. Это то, что мы и ожидали, там, с 85% вероятностью, и 14% вероятность была на то, что они ее не понизят. Вот выглядит это именно следующим образом, да, Федрейт Монитор. Что интересно, на май теперь ставка повышения закладывается не 0,5 и 0,25, а либо такая же, как будет, либо минус. То есть в мае рынок ожидает, что это вот было последнее повышение, и вот ты можешь посмотреть, предыдущие дни было 60%, что у нас будет и еще повышение. Теперь рынок ожидает, что вот мы дошли до максимальной учетной ставки. И дальше будет только снижение, либо послабление, либо вот мы будем висеть на этом уровне в 5% какое-то время. И с 40%, ну 38,8% вероятностью мы упадем назад. То есть пойдет условно послабление. Стейтмент в этом смысле помогает рынку чуть более оптимистичнее смотреть на рынок. Также они здесь рассказывают, что они продолжают свою политику, чтобы как бы бороться с инфляцией для того, чтобы достичь 2% с течением времени. Конечно, они недавно сообщали нам про так называемый Flexible Average Inflation Targeting. Это некая история, при которой они могут сказать, ну, у нас как бы 2%, просто она в среднем за год. Ну, как бы нам нужно прийти к ней, да, такая мягкая таргетированная инфляция. Грубо говоря, они будут 2, 3, 4% маскировать под 2%. И у них есть такая возможность, это не проблема. Они рассказали, что они продолжают списывать свои бумаги и что их монетарная политика в целом работает. Ну, вот такой вот стейтмент был у них. В целом, да, более ожидаемый. Мы сейчас ждем историю про Пауэлла, ждем выступления. Ну, а я давайте пока пообщаюсь в чате. Сейчас я запишу себе 0310 чат и 0030 стейтмент. Так, что у нас там в чате пока пишут? Пока ждем, закидываем лайкосы. Да, ребят, пожалуйста, закидывайте лайкосы. Какие ожидания? Ну, ожидания уже подняли на 0,25%. И ожидания такие, что зря я сегодня докупал акции, надо было подождать до завтра. Тут очень сложно нам угадать, да, какой день. Поэтому оставим это условным торговцам. Для нас не важно, в какой день мы докупаем, важно делать это стабильно, регулярно, и при этом как бы это нам принесет свой профит. Сейчас я выключу сразу телефон. Если BTC не купив сегодня, то чи варто купувати завтра? Ну, решай сам. В зависимости от того, какую цель ты целишься и при какой цене он будет. Рынок радіє, но підвищення ставок цены радостные новини. В каком-то смысле радостные, почему нет? Они борются с инфляцией, у них это получается, и любое повышение ставки, рынок радуется не тому, что они повысили ставку, а тому, что они повысили так сильно. И что в целом все аналитики уже загадывают понижение и остановку так называемой terminal rate, то есть итоговой учетной ставки. И в целом рынок радуется предсказуемости. Рынок больше не любит какие-то шоки, неожиданности, чем то, что они известно, и тем то, что оно как бы есть. Привет, Диас, привет, хорошего стрима, привет. Всем спасибо до времени, вам, Диас, стримщики, спасибо большое. Ставим лайки, everybody, да, не забувайте ставити лайки. Дякую, привіт, гарного перегляду. Всім привіт. Щось я не розумію, як би зараз не піднявся ринок, би обвалився.
Это, кстати, хороший вопрос. Я думаю, да. Потому что если бы... Вот представь себе, мы сегодня приходим и получаем ставку в 0%, то что мы тогда будем делать? Мы тогда будем считать, что на рынке все очень-очень плохо. И настолько плохо, что они вынуждены уже сейчас начинать разворот. То есть все настолько плохо, что инфляция отходит на второй план, и уже пора делать другого рода политику в отношении денег. И, на мой взгляд, 0,25 в текущих условиях гораздо лучше, чем 0%. Как бы это ни было парадоксально. И региональные банки, которые сейчас страдают, ну и вообще те компании, которые сейчас попали в передрягу, на мой взгляд, это именно проблема этих компаний, а не всего сектора. Я думаю, что тот же самый First Republic банк немножко сделал неправильные вещи относительно своих дюраций залогов. То же самое касается других банков. И в условиях повышения учетной ставки они не приняли во внимание уведомления ФРС, которые они рассылали. Привет, Марина. Привет, на каком уровне ты держишь бету своего портфеля? Я за бетой вот прям к бете не придираюсь. Но опять же, всего портфеля, я не могу посчитать, потому что у меня есть и недвижимость и так далее. Если ты говоришь только про портфель акций без учета облигаций, без учета там каких-либо других активов, то в районе где-то 1,4, 1,5. Что скажешь по банкам, когда купляв, чекаешь снижение? И то, это даже, наверное, меньше. Я сейчас подумал, что у меня, если так посмотреть, наверное, даже меньше будет. Может быть, где-то при текущем рынке, при текущих докупках будет где-то 1,3. Что скажешь по банкам, докупляв, чекаешь снижение? Да. Можешь, плиз, сказать за 25% отсечку дивидендов? Да, хорошо. Компания ЗИМ выплатила дивиденды, и что парадоксально, они ставят отсечку 24 марта, и есть вторая дата 4 апреля. Почему так? Потому что дивиденды делятся на две категории, маленькие и большие. Маленькие – это до 25% стоимости акции. То есть если акция стоит $10, то дивиденды меньше, чем $2,5 считаются маленькими, больше считаются большими. Теперь, когда ты получаешь большие дивиденды, ты можешь прямо сейчас, взяв эти дивиденды, поставить шорт, либо выкупить акции подешевевшие. Чтобы этого не произошло, делается такое правило, что отсечка идет не один день, да, не один момент, а условно какое-то время. И тогда это позволяет тебе не на дивидендной компании не поглощать ту же самую компанию, пока рынок не переложил ее цены, то есть пока капитал не вытек из компании. Иначе у тебя получается тут точка абьюза системы. Ты можешь закупить сразу акции, когда капитал вышел из компании, и при этом еще и сыграв в шорт, и еще и, в общем, от этого вот этой уязвимости убрали такую возможность. И обычно исторически, когда я получал такие дивиденды, на самом деле они одномоментно отсекали, а потом уже постепенно шел дивидендный гэп. Но, параллельно, такой плавный. Но в любом случае алгоритмы работают и фонды, когда капитал уже покинул фонд, а торговцы, когда ожидания поменялись. То есть вот здесь и формируется такая разница оценок, из-за которой принял такое правило. Привет, если, к примеру, Морган или еще какой-то банк купит First Republic, то что будет с акциями First Republic банка? То же, что и при любом другом покупке. Ничего не поменяется. Будет ли это First Republic или это будет любой другой банк, будет все то же самое. Ничего. По шляху ситуация улучшилась или еще не упускает? Ребят, я не проверяю каждый день прям, да, у меня есть там определенные посылки, которые должны прийти, там автомобили, которые должны оказаться в Украине, и я жду водителей. Там время от времени они приезжают, я отдаю что-то передаю через одних, через других. У меня нет задачи каждый день следить, не стало ли лучше. Привет, Диас, привет всем. Правильно ли я розумію, що умовно 4 квітня акції ЗІМ подешевшують на суму дивідендів? Скоріше за все так. Вони будуть потрохи спадати вже з 24-го... Що в нас там? Я вже забув. Лютий, березень. З 24 березня... Квітень треба, да, березня. Йома, вже вилазить квітня. Пан стає потрохи полаком. Я Марбузик и скучаю. О, привет, Ваня, привет. Ждем тебя у нас.
Приняли сегодня CRC. На твою думку, яку саму інформацію будуть передавати наші податковій? Ну, я думаю, то, что они заявили, то они и будут передавать. Там прям у тебя в стейтменте написано, что они будут забирать. Банковские счета, балансы по ним, начало конечной, реконсиляция, и по ним будут работать. Ну, я не думаю, что они будут больше либо меньше забирать, чем они заявили. Как бы, ну, или ты думаешь, что тебя обманули, и у меня есть какой-то другой ответ. Но это как бы нет. Я думаю, то, что они заявили, то они и будут забирать. То, что по нормативам есть. То есть CRS — это же форма отчетности. То есть они говорят, мы будем брать отчетность в таком формате и подавать в таком. ФРС выбрали ожидаемое решение. Подняли больше паника в банковском. Если бы совсем не подняли инфляция. Да. Они сделали очень мягкое решение. У них очень сильный рынок труда. В целом, все, что сейчас происходит в мире, играет на руку именно США. Постепенное смещение фокуса с глобализации вот в нафту, в сегмент Северной Америки будет мы уже сейчас это наблюдаем. Та же самая Nvidia, которая на своей презентации рассказывает, что они подготовили чипы свои самые технологичные специально для Китая. Так, чтобы там ничего не было, ничего важного, и они чуть-чуть менее продуктивны, но они могут их продавать. И это не передавая технологии. И получается, что как бы американцы сейчас выиграют от всего, что происходит. И, скорее всего, мы увидим эту тенденцию как бы постоянно продолжать. Вітаю, наскільки ретельно перевіряють надходження? Зачем я вообще это отвечаю? У нас же сейчас стрим по ФРСу, по учетной ставке. Так, посмотрим, что у нас сейчас происходит. У нас пока ничего не происходит, мы пока ждем. Пауэлла. Ладно, давайте пока поотвечаем на такого вопроса. Насколько ретельно проверяет похожение доходов при покупке земли ФОПами? ФОП, я не уверен, что ФОП может купить землю в данный момент времени. В данный момент времени рынок открыт для физлиц, а юрлицы не могут. Если ты на ФОП хочешь купить, то уточню у юриста, есть ли такая возможность. Насколько я знаю, законодательно нет, только фізліцо. Ocean тепер офіційно приватизували. Ну, то добре. Bardzo добре. Потому что вот такая принадлежность торгового центра до російських власників не дуже гарна в умовах війни. Та і ще. Тому, на мій погляд, це непогано. Так. Что у нас тут? Что у меня чат, походу, подвис. Сейчас, секунду, я его... О, все, разлагал. Головне, щоб якомусь Пінчуку не передалось 10 мільйонів. Да. Как думаешь, могут ли американцы наложить санкции на Freedom Finance? А за что? Ну, как бы Freedom Finance работает под регуляцией SEC. Они регулярно туда подают отчеты, подают данные. Это во многом американский холдинг. Там они владеют частью их структуры. Это американские компании, которые они в Америке и купили. Это у нас как бы на это все забивают болт. А в Америке за своих вписываются. Поэтому я в этом крайне сильно сомневаюсь. Я даже не совсем понимаю, почему наши наложили санкции на Freedom Finance Украины. В этом нет никакой логики, потому что они наказали инвесторов, которых они в прошлом году убеждали, что ребята, инвестируйте, сейчас самое время инвестировать в Украину. То есть вот мы с вами инвестировали, что мы получили? Мы получили как бы времена Януковича. И это в Америке обычно так не принято. На мой взгляд, они вряд ли наложат санкции, потому что... А за что, да? Они работают согласно регуляции, согласно правилам и соблюдают все санкционные списки. Я не вижу в этом причин. Шо по АТ Укроборонпром? 2, но если бы, то посмотри, но да, 42. Вот такой ответ. Всем привет. Березня, дякую. Так, ну что, сейчас у нас уже начинается Пауэлл. Буквально, я думаю, сейчас минутка. Вот, все, да, и он начал. Погнали. Все, выходит Пауэлл. Напишите в чате, вам слышно Пауэлла или нет? Плюс слышно, отлично.
И не забудьте поставить лайки трансляции. Вот так вот, вот так вот. А? Лайк. Лайк трансляции. О, все, идет. Погнали. Good afternoon. Before discussing today's meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole. Он говорит, что to play its проблемы в vital маленьких role in банках supporting the savings and за credit последнее needs время of households появились, and businesses. но они очень важны для That системы. is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, Они took работают с decisive казначейством, actions to protect the U.S. economy and to strengthen чтобы не public повторилось confidence in our в banking условно system. 8-й год. These actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program Они to сделали ensure that Bank banks that Term hold Funding safe Program, and liquid BTFP, assets то, что can, мы if говорили, needed, borrow reserves against those assets at par. давать в долг банкам, чтобы This ничего не program, обвалилось. along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the Они banking будут system and are дальше prepared to продолжать use смотреть, all of our tools чтобы ничего не as needed произошло. Ну, to keep it фактически, safe чтобы and не было sound. 8-го года. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. И они будут, чтобы такого не было. Turning to the broader Но это economy так, and monetary policy. никуда. Inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the Инфляция hardship that high большая. inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down Рынок to our 2% труда goal. сильный. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. Но они таргетируются в стабильность цен. Им очень In важно, particular, чтобы все without price работало как stability, we надо. will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Без цен не будет ничего, ни труда, ни The U.S. экономики. economy Так, slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Consumer spending appears to have picked up this quarter, although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the turn of the year. он In говорит, что это contrast, очень activity in the housing sector погода remains повлияла weak, на разные, largely reflecting наверное, в higher разные mortgage сектора rates. экономики. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, О, они the ожидают роста median ВВП. projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer run normal growth rate. 0,4%, которые And они nearly all ожидают, и потом participants до see the 2%. risks to GDP growth as weighted to the downside. Yet the labor market remains extremely tight. Job gains have picked up in recent months, Рынок with труда employment очень rising сильный. by an average of 351,000 jobs per month over the last 3 months. The unemployment rate remained low in February at 3.6%. The labor Unemployment force все такое participation же. rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. However, with job vacancies still very high, Но labor demand пошли substantially знаки exceeds the облегчения supply of ситуации, available несмотря на workers. все, что сейчас вакансий много, FOMC мало, participants много людей мало. expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.5% at the end of this year and 4.6% at the end of next year. Хотят дойти до 4-6%. Inflation remains well above 5%. our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy Ну, это то, categories. что они говорили по поводу Core PCE, инфляции. excluding those, core PCE prices rose Это 4.7%. производственная инфляция. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%,
and the change in the core CPI was 5.5%. Но это все то, что он повторяет. Inflation has moderated видели. somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high. The median projection in Они the S&P ожидают for total падения PCE inflation is инфляции. 3.3% for this year, 2.5% next year, and 2.1% in 3.5 в 2025. этом году. The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go 2,5 and is likely to be в bumpy. 24-м. До 2. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Ну, а так все хорошо. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable И prices что for the они American фокусируются, people. опять же, на больше My работы. colleagues and I are acutely 2% aware that high inflation imposes Infляция. significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Все так же We are целится highly и attentive to the чекают risks that high всё inflation poses to происходящее. both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the Подняли target на range to 0,25%, 4.75% да. to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. И продолжает продавать Since our свои previous FOMC эти meeting, банды. economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the past 2 weeks Но are они- likely to result in tighter credit conditions for households and businesses, which would in turn affect economic outcomes. Но они верят, что It is банковский too кризис, soon to determine the extent of these собьет в том effects, числе and therefore инфляцию. too soon to tell how monetary policy Потому should что они не respond. смогут давать кредиты. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. And our policy decisions will reflect that assessment. Их политика будет In отражать our SEP, each движение. FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based on what that participant judges to be the most likely scenario going forward. If the Они сейчас целятся economy в evolves as терминал рейт projected, 5%, the median основная participant масса. projects То, что that мы the говорим. appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. These are little changed from our December projections, 4% reflecting offsetting factors. в 24-м. These Они projections are будут not продолжать committee decision or постепенно plan. ставки. If the economy does not evolve as projected, the path for Теоретически. policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Но все зависит, We will опять же, continue от to make our цены. decisions meeting by meeting based on the Если- totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to Они keep будут longer-term целиться в это всё inflation происходящее. expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for Все пока они achieving говорят про maximum стабильность employment цен. and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Они понимают, Everything we что do их is in действия service to our решают public на mission. всех, We влияют at на the всех. Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. И пошли вопросы. Thank you, Colby Smith with the Financial Times. How confident is the committee that the recent stress that we've seen and you've alluded to is contained at this point, and that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased? Thanks. Насколько I комитет guess our view уверен is в that том, the что это banking system не is так сильно sound, it's тронет resilient, из-за it's got банковский strong кризис capital and liquidity. людей? We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe.
Deposit flows in the banking system have stabilized over the Говорит, last week. они сделали многое. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Вместе с казначейством. Follow up. I mean, given all of the stress and the Короче, uncertainty бла-бла-бла. that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? Вот это хороший вопрос. We did Ждали consider ли вы that паузу? in the days running up to the meeting, and you see То the есть decision that we 0%. made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really, it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected. And really, before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. А без этих ивентов они хотели продолжать. А сейчас они как бы будут успокаиваться. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent сейчас of a оно rate все hike, работает, и что or текущее perhaps more than that. состояние, Of course, it's оно not possible равно, to make that assessment текущее банковское today состояние with равно any precision повышению ставки. whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes, maybe some policy firming may be appropriate. Он говорит, 0,25% сейчас, возможно, будут еще. As I mentioned, in assessing the need for further hikes, we'll be focused, as always, on the incoming data and the evolving Но все outlook, зависит от and in данных. particular on our assessment of the actual and expected effects of credit tightening. Зависит от данных и кредитов. Ухудшение ситуации. Mr. Chairman, can you explain the difference between ongoing rate increases and firming? Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? No, I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to. Это вопрос бесполезный. Если я говорю, в мае вы будете это делать или нет? Trying to reflect the uncertainty about. Если вы говорите, что вы можете, это насколько вы уверены в том, что вы можете? Turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy. In which case, and inflation will continue to be strong. In which case, the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant. На что он, разумеется, отвечает, это как бы зависит от данных, а не от меня. Если я говорю may, значит may. That monetary policy may have less work to do. We simply don't know. Он говорит, мы пока не знаем. Дайте нам цифры будущее. The hike you did today could further exacerbate the problem in the banks? No, I mean, может ли monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our stability tools, in particular, our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Скорее нет, и важно, они сейчас смотрят, ликвидность должна помочь. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, in your testimony 2 weeks ago, you had indicated you thought the terminal rate would be higher. Obviously, that was before the stress in the banking sector. Terminal rate будет And больше. I realize there's a lot of uncertainty, but can you explain at all to what extent Какой your сейчас, forecasts, or those of your colleagues, or those of the board staff какая максимальная incorporated ставка? today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to После see it in банковского the сектора data сейчас какая? before you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. What I heard was significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies. Ухудшение And that кредитных therefore, they возможностей. were including that in their assessment, and that if that did turn out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So
some people что do равно reflect повышению that ставки, и, скорее всего, in все это their понимают. in their SEP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days ago. We're trying to assess something that just is so recent. And И он говорит, что people, мы пока не можем дать it's very точный difficult. ответ, There's so much потому uncertainty. что So слишком много December was a новых good place to start, and информаций. we Это wound 12 up дней with, всего кризису. very similar outcomes for December. And in a way, the data in the first part, the first 5 weeks of the intermeeting period, pointed to stronger inflation and stronger labor market. So that pointed to higher rates. And then Придет this latter данные, part, будем the повышать. possibility of credit conditions tightening really offset that effectively. To follow up, have you considered at all whether your primary tool, the funds rate, is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out Будут of ли the они менять system, какие-то open другие market account, монетарные политики, as a way to систему better резервирования и так tighter далее, financial conditions that don't accelerate deposit чтобы erosion не for поломать example, from банковский banks? sектор? We know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works, and we think, many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Нет, потому что все работает. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern Интересно, that there would be расширение some залогов sort of economic contagion or FDC. financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then Он can you говорит, also just проблема follow up? Can you для speak рынка, а to не the для role that you will банков. be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. За это отвечает другой we, чувак, не моя работа. I realized, right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? And Всю эту неделю они so, спрашивают, как это получилось. what we did was early Monday morning, we sat down and said, let's do this. And he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved Его in the роль work of it. только как бы рассказать, а решение он принимает. Hi, Chair Powell, Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was, I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes, I mean, what Есть ли actually happened Howard, was дезинфляция? I Это got the интересно. question 12 times. So maybe it's a feature, not a bug. But yeah, absolutely absolutely the same. The story is intact. So it's really 3 parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. Вещи идут It's вниз, proceeding товары идут more вниз. slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new Недвига leases тоже being падает. signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector. А вот And сервисы that и is, услуги – это проблема. that's just something that will have to come through softening demand and perhaps some softening in labor market conditions. We Это don't see that снижение yet. труда And и that's of course 56% покупательной of the index. способности. So the story is pretty much the same. I will say that the inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have another round of wishful thinking? So it's really just a question of not knowing at this point. There's По a great кредитам deal of все literature про кредиты on the спрашивают. connection between Про tighter региональные credit банки, conditions, падение, получите эти economic деньги. activity, hiring, and Говорит, пока inflation. мы не можем что Very сказать, large body of влияние на literature. инфляцию, The потому question is, что how significant will this все rate рано еще tightening говорить be, об этом. and how sustained will it be? That's the issue.
And we don't really see it yet. It's so Они so пока people are даже не making уверены, что estimates, есть people проблема. are publishing estimates, and it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. But we think it's potentially quite real, and that argues for being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual unexpected И они effects from будут that. при принятии решения на повышение ставки также смотреть и на неожиданные вещи, которые будут вылезать. Например, Hi, Джером поставить Пауэлл, лайк James этой Brown from the New York трансляции. Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit. I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank and whether this suggests that something about regulation and supervision needs to actually change going Что forward. нужно поменять, And I чтобы не wonder, повторился how can the СВБ? American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, given that this one got missed, as you noted? So let me say what Сделать, I think happened, and then I'll come to чтобы the questions было around СВБ supervision. So at a basic level, на политике. Silicon Valley Bank management failed badly. СВБ They grew the bank very факапнулся quickly. They exposed в the bank to риск-менеджменте. significant liquidity risk and interest rate risk. Это мы And уже managed that обсуждали. risk. We now know that supervisors saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected И depositors. концентрированная in a группа very, very депозиторов fast быстро run, забрала faster деньги. than the historical record would suggest. So as for us, so for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to ФРС find that. проверяет, We will find смотрит that. и And then думает. make an assessment of what are the right policies to put in Но пока place so that it рано doesn't happen времени, again, как and then он говорил implement до those этого. policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week. So, but that will be up to him. На следующей неделе So дадут that's ответ really where it другой is. сотрудник ФРС. The review is going to be thorough and transparent. It is clear to your last question. It's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. And I assume that there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. И And the final пока point, политики can we никакие feel не знают. confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the Слабости banking system. This was в a системе bank нет. that was an outlier in terms of both its percentage То, о of чем мы говорили, что это проблемы конкретных банков, а не всей uninsured системы. deposits and in terms of its holdings of duration risk. Я в этом смысле And again, согласен. supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this Да, и issue, рынок but подрос на nonetheless, этой новости this still по чуть-чуть. happened, and so that's really the nature of the of the review, is to discover that. Мгм. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts. Are they getting this totally wrong from the Fed, or is there something Рынок different about the закладывает way повышение you're одно, looking at it, given that you're now thinking that а moves дальше might be снижение. appropriate as opposed to ongoing? So we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most ФРС likely case, ожидает if that постепенно happens, снижать participants снижение. don't see rate cuts this year. They just don't. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we Индексов. write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. Но снижать ставку If они I не could планируют. follow up and ask, as you look forward into the rest of the year here, are you Это saying год that для рынка не очень. what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal?
Ага, It's как going to далеко depend. Remember, Фед от, we're looking for purposes of our monetary policy tool. от We're looking at what's happening терминала ставки among the banks конечной. and asking, is there going to be some tightening of credit conditions? And then we're thinking about that as effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way, that substitutes for rate hikes. So Текущий кризис, отсутствие the key кредитов – is это we have как to раз have проблема. policies got to be Ну, tight enough to bring помогает inflation им. down to 2% over time. It doesn't all have to come from rate hikes. It can come from, tighter credit conditions. So that we're looking at, and it's highly uncertain how long the situation will be. Они не sustained or уверены, how как долго significant эта any of those ситуация effects будет would be, so длиться, we're just going to have to но это watch. помогает им In снижать the давление. meantime, and obviously at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. Но в No one's целом about that. они в любом случае дойдут до 2% кредита. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy. There's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will begin to roll over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB? Риск кредита в ипотеках коммерческих региональных банков. We're well aware of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong. It is sound. It is resilient. It's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. Would you be open Павел to не an видит independent повторения investigation СВБ separate from там. the Fed's probe? I welcome that. It's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome when a bank fails. И они there are за investigations and of course исследование, welcome that. ну, расследование. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky. So do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? Нужна ли им помощь от фискалов? We don't assume that. We don't give advice to the fiscal authorities, and we assume that we take fiscal policy as it comes to our front door, stick it in our От mouth налогов along with a million other things, and поднять налоги we have детьмам responsibility for своим, price stability. The Federal на Reserve has месяцок, responsibility for that, и and там просто будет nothing's обвал going to адский. change that. So we will get inflation down to 2% in time. Говорит, им не надо, And if I can follow on that, but they're working, the spending that's им happening is working приходит. against what you are doing, right? So it's prolonging inflation. You know, if you have to look at Налоги, они at удлиняют the impulse инфляцию, from spending, стимулы. because spending was, of course, tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs Удлиняет инфляцию или нет? Мешают ли rolled они вам? off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse is actually not what's driving inflation right now. It was at the beginning, perhaps part of what was driving inflation, but Он that's говорит, not really the story. в ковиде, да, сейчас не это главное. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? О, кстати, интересно, да. Sure. Почему вы напечатали деньги? 13.3 seemed like the right. We have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under. Ну, а по форме для нас as это не well. We needed to do принципиально a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. упаковки. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent Там circumstances. либо It один has to пункт be закона, либо другой. meet Они certain выбрали один. requirements, but it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're lending to in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC. So there's no risk in it for us. Ага, нет риска. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement, FDIC. in which suggests that you're perhaps nearing the end of a cycle of rate hikes. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you Будете ли вы повышать еще выше ставки? signals about rate hikes coming to an end? No, Thank you. absolutely not. No, if we need to raise
raise rates higher, we will. I think for Если now, надо though, будет, то да. as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an Но effect сейчас on отсутствие кредитов macroeconomy, on помогает. demand, Сейчас on проблема в labor market, кредитах. on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. So we'll be watching all those things. And of course, we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. И они We'll додавят find до ourselves at that place. 2%. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. Не понял вопрос, по ответу посмотрим. So people think of QE and QT in different ways. So let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So the recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Они увеличили Large-scale свой purchases of долг. long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands. Раньше created by банды, the recent а сейчас tensions. это It's кредиты not intended to банкам. directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence. Условно, это кредиты на страхование банков. Это не то, что было до этого. So that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to run off predictably Пускание and баланса passively должно идти is working. предсказуемо. And of course, we're always prepared to change that if that changes. But we don't Если see any надо evidence будет, that that's поменяют. changed. Но пока не видят. Hi, Chair. Katerina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that? And then why didn't Вы the говорили по Fed, поводу do ситуации anything нереализованных about that убытков в at that банках. point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks, but I will tell you though that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's Что not они a говорили про риск surprise that there are кредитов, но то, о чем мы institutions говорили, что банки должны that have had делать unhedged перерасчет long баланса по positions in облигациям. long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. I think, as you know, as it is now on the public record, the supervisory team was apparently very much engaged with the bank repeatedly and was escalating. But, nonetheless, what happened. And so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting, is to try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run. It's very different from what we've seen in the past. And it does kind of suggest that there's a need for possible, regulatory and supervisory changes, just because supervision and regulation need to keep up with what's happening in the world. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? I will have to come back to you on that. Yeah, I don't know. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you very much. Chair Powell, you've stated twice today that all depositors' savings in the banking system are safe.
Are you saying that de facto deposit insurance covers all savings? Shouldn't Congress have a say in that? And just by way of example, if a bank with less than $1 billion in assets failed, are you promising to bail out all of its depositors? Все ли депозиторы I'm защищены? not saying anything more than I'm saying. So, but what I'm saying is you've seen that we have the tools to protect depositors when there's a threat of serious harm ФРС, to the economy or у них to есть the инструменты, financial system, and we're prepared to use those tools. And I think и они depositors готовы should их assume использовать. that their deposits are safe. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I was wondering if you could give us a little bit more color. You gave just a little bit of color. You said during the first week of the Silicon Valley weekend, you said the question you guys asked was, how did this happen when you saw Silicon Valley Bank? So I was wondering if you could go to the Credit Suisse merger. I mean, wasn't that the big gorilla in the room? Didn't you Credit breathe a Suisse sigh of relief when that поглощение. merger Что happened? они думают? Sure. So, that was really the Swiss government. We, of course, were following it over the course of the weekend, and we were engaged with their authorities in Они the way говорят, that you would ну, expect. это вообще Швейцария. It seems to have been a positive outcome in the sense that the transaction was agreed to, and it has been, the markets have accepted it, and И поглощение seems to считают have хорошим gone решением. well, and I think there was a concern that it might not go well. So coming into the middle of this week, Особенно, that's что a рынок indicator съел that it's это. gone well so far. Секунду, я возьму еще бумажки. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Goodkind with CNN Business. In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. I'm wondering how you anticipate preventing this from snowballing while using the admittedly blunt tools at your disposal. So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. And it's a highly uncertain estimate. And Ну, это как обычно тоже. I Какое really- будет будущее? We have to bring inflation down to На 2%. что Пауэлл сказал The 42. costs of bringing it down, there are real costs to bring it down to 2%, but the costs of failing are much higher. And if you read your history, as I'm sure you have, you can see that if the central bank doesn't get inflation back in place, make sure that inflation expectations remain anchored, you can have a long series of years where inflation is high and volatile, and it's hard to invest capital. It's hard for an economy to perform well. And Что он говорит? Он that's what we're looking бла-бла-бла, to avoid that. экономике And, плохо. to get Вот back вопрос, to да, where we какое need to be, будущее? Он back to говорит, where откуда we я were for a знаю? quarter century and get there as В quickly as экономике we can. будет проблема, а может и не будет. Как Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is, do you worry about some sort of snowball effect, and how do you factor that into your вы projections? переживаете по поводу It depends on whether неконтролируемой ситуации? So recessions tend to be Теряете, nonlinear, которые так and so лучше they're сказать. very hard to model. The models all work in a kind of linear Она way. сама не You поняла, just что have первый more раз of this, you спросила. get more of that. But when a recession happens, the reactions tend to be nonlinear, and that's what. So we don't know whether that'll happen this time. We don't know. If so, we don't know how significant it will be. And so Что он отвечает? Я не we're знаю. very focused on getting inflation down. Мы целимся в and, инфляцию. because we know in the longer run that is the thing that will most benefit the people we serve. That's how we can have a long, we've had very strong labor markets through these long expansions that we've had. 4 of the 5 longest, or 3 of the 4 longest expansions in U.S. history have been really since the high inflation period. And the reason was inflation wasn't forcing the central bank to come in and stop an incipient or an expansion. You can have very, very long expansions without high inflation. And we had several of those, and they're very good for people. You see late in an expansion, you see low unemployment. Есть варианты, при которых экономика развивается, инфляция очень низкая. Они видели несколько таких циклов. И вот туда они хотят вернуться, в этот цикл. Hi, Chair Powell. Jean Young with Market News. I just wanted to ask, with all the events of the past 2 weeks, do you still see a possibility of a soft landing for the U.S. economy? Будет ли soft landing? It's too early to say really whether
whether these events have had much of an effect. It's hard for me to see how they would have helped the possibility, but I guess I would just say it's too early to say whether there really have been changes in that. You know, the question will be how long this period is sustained. The longer it's sustained, then the greater will be the likely declines in or То tightening же in самое. credit Какой будет standards, ли софт-лендинг? credit availability. Да, So we'll just нет, have to не see. знаю, I do still посмотрим. think, Нужно though, that ждать. there's a pathway to that. I think that pathway still exists, and you know, we're certainly trying to find it. Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring attention or matters requiring immediate attention citations at this point? How many? I don't know. But those are serious regulatory, particularly immediate attention. That's and I guess there were 6 of them. So And getting to the seriousness of it, how are you going to ensure that banks comply with these citations, take them seriously? How will you enforce them? that is a great question and is right in the heart of what the Как они the убедятся, review will be что going under банки my остальные chair условно не for. упадут там So that's критичные? I think that's what you think about. You know, what can we do to make sure? But again, that's not for me to answer So you today. don't have specific thoughts Банки on не Well, упадут. see, Он if I говорит, did, I wouldn't share them because I really, you ждите know, выступления на this свет review is недели going on, человека. and you know, I want nothing other than us to find out what happened and why, figure out what we can do to do better, and then implement those changes. That's all I want. It's for me to be giving you my half-formed or partially informed thoughts. You know, it just isn't appropriate. There's a real serious review going on with people from all over the Federal Reserve System who are not connected to this, you know, to this work, not connected to this bank, and under again Vice Chair Barr's leadership, and I'm confident that it will produce a satisfactory result. Последний вопрос. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Curious, how do you view financial conditions right now? If credit becomes expensive enough, choking off growth, Как as you said, you're финансы, watching как вы for, видите финансовую would that ситуацию? situation warrant a rate cut? What situation would warrant a rate cut? And have the bank failures prompted any discussion around changing the implementation Что of the может balance позволить sheet снизить runoff? ставки? So И we haven't really talked about changing the balance sheet implementation. That's not something we've discussed yet. As I mentioned, we're always willing to change that if we conclude that it's appropriate, but we're really not seeing any. Что они signs there. думают по балансу? Sorry, then the question before that was, just give me a, Curious how you view financial conditions now, and if Yeah, credit okay. were to tighten enough, if that would prompt a rate cut. So financial conditions seem to have tightened, and probably by more than the traditional indexes. Финансовые Today, условия because the traditional indexes жесткие. are focused a lot on rates and equities, and they don't necessarily capture Жестче, lending чем в conditions. индексах. So we think that, though. So there are other measures which if they're focused on, you know, bank lending conditions and things like that, they show some more tightening. The question for us, though, is how significant will that be, and how, you know, what will be the extent of it, and what will be the duration of it, and then, you know, once you know that, there's a fair amount of Зависит от research about how that насколько все будет жестко broad и как uncertainty долго. bands, how that works its way into the economy over what period of time. And so, you know, so we'll be looking to see the first part of that, like how serious is this, and how does it look like? Если it's все gonna be очень sustainable? серьезно, And то if it is, you know, it could easily have a они могут significant развернуться. macroeconomic effect, and we would factor that into our policy decisions. I mentioned with rate cuts, rate cuts are not in our base case, and you know, so Понижение ставки не в их that's all I плане. can say. So, thank you very much. Ух, закончили. Да. Да уж, выступление Пауэлла было интересненькое. Так, ну что, давайте все это подсуммируем каким-то образом. У меня тут целый набор действий, поэтому погнали. Всем привет, с вами канал Больше Золота, Диас. Вот и закончилось заседание Пауэлла, на котором он нам рассказал целый набор деталей. По традиции я сейчас вот
расскажу вкратце, что там было, постараюсь тебе уложить, чтобы не пересматривать всю трансляцию. Потому что часть вопросов была, ну, мягко говоря, очень странная. Началось с того, что он вышел и начал делать свой стейтмент. Во-первых, они подняли учетную ставку на 0,25%, и, разумеется, они не могли обойти текущие проблемы в банковском секторе. Фактически прямо с него Пауэлл и начал. Ну и вообще во время этого заседания, вот этого презентации Пауэлла, очень много вопросов было и по банкам, и по тому, как он что видит. Он начал с того, что банковский сектор, проблемы, они видны и они важны, но они помогают им оказывать давление на экономику, чтобы снижать инфляцию. И на самом деле это играет им на руку. Они сейчас работают с казначейством и делают фонд BTFP. Кто как переводит, мы переводим by the F print. Но они, в общем, сделали некий фонд, куда накинули денег, чтобы давать кредиты банкам, чтобы они не могли вывалиться. Условно, они не хотят повторения 2008 года. Это, так сказать, вкратце. Да? Это вопрос был за скобками, но вот везде в его ответе фонило, что они не хотят повторения 2008 года. По поводу рынка труда, он остается сильным, инфляция точно так же, она снижается, но там в вопросах дальше уже было более уточнение, мы еще до них дойдем. Стабильность цен, он говорит, очень важная история, он очень целится в то, чтобы цены не повышались, и он уже говорил про некие мегациклы, когда цены зафиксированы, они растут, домохозяйства могут планировать свой бизнес, какие-то действия, и инфляция остается нижней. Вот ФРС хочет туда вернуться, в эту ситуацию пониженной инфляции и какого-то прогнозируемой скорости роста прогнозируемых цен. Ожидает их комитет повышения ВВП, то есть роста в этом году 0,4%, а долгосрочная их цена 2%. Напоминаю, что и повышение ВВП, и инфляция, они ожидают условно в 2%, но ВВП реальные изменения – это без учета инфляции. То есть это не значит, что они будут расти в ноль. Это значит, что они чуть-чуть будут обгонять удешевление их денег. Рынок труда, опять же, будет очень сильный. Они рассказали про unemployment, в данный момент он 3,6, но они хотят его довести до 4,5%. Это много. Фактически плюс-минус 1% населения должны остаться без работы. Это 3 миллиона человек в США должны быть уволены для того, чтобы снизить вот это самое давление. Ну, тут нужно пожелать только этим людям удачи, нужно набираться новых навыков и идти на самые какие-то технологически сложные процессы. Скорее всего, увольнение затронет не самых востребованных сотрудников. Но, по крайней мере, ФРС сейчас предупреждает, что они точно будут увольнять. Они ожидают по поводу инфляции продукт производственной 3,5 в 2023 году и снижение ее до долгосрочной цели 2% с промежуточным этапом в 2024 году в 2,5%. Ну, а так, мягко говоря, все хорошо. В общем, они целятся в происходящее, продолжают давить, продавать свои бумаги с баланса, продолжают задавливать инфляцию, и поэтому они приняли решение поднять на 0,25%. По понижению ставок пока речи не идет. И еще раз, вот эта вот кредитная ситуация с банковским сектором, когда там, возможно, они коллапснутся, помогает ФРС не только не распродавать свой баланс, но и не повышать так сильно учетную ставку. Это позволяет им оказывать давление на рынок, который соразмерный повышению учетной ставки. Ну а дальше были вопросы. На самом деле очень вопросов было много из разряда, какое Пауэлл видит будущее, на что он как председатель комитета не может дать внятный ответ. Первый вопрос был, насколько они уверены в банках? Опять же, фактически можно перефразировать его. Будет ли у нас 2008 год, когда все падает? Он говорит, что, скорее всего, нет. Они сейчас делают очень многое с казначейством, поэтому они бы не ожидали сейчас каких-то больших проблем в этом сегменте. Во многом это проблема конкретных банков. Был follow-up вопрос. Ожидали ли они 0% повышения учетной ставки? То есть не 0,25, а 0. Он говорит, что они продолжают смотреть на инфляцию, рынок труда. Там все очень сильно, поэтому в целом не было такого прям массового желания не повышать учетную ставку. Оно и понятно, потому что представь себе, что мы пришли сегодня на трансляцию к Пауэллу, он нам рассказывает, что они не поднимают учетную ставку, а мы имеем информацию ту, что имеем. Разумеется, у нас был бы момент. Ребятки, а не все ли слишком плохо, и вы нам чего-то не договариваете? В этом смысле 0,25% является хорошим решением, которое как бы и вам, и нам помогает остаться. Следующий вопрос. По поводу, будете ли повышать проценты, что будет ли проблемы в банковском секторе на уровне данных? Вот они повышают на 0,25%. Ухудшит ли это ситуацию в банковском сегменте еще сильнее, что банды подорожают,
и еще больше будет нереализованных убытков. Они говорят, что скорее всего нет, и ликвидность, которую они сделали, этот новый фонд, вот эти напечатанные, закредитованные деньги, скорее всего, поможет избежать, самого, можно сказать, негативного сценария. Короче говоря, успокойтесь, все не будет. У меня тут возникает вопрос, Пауэлл, он нас больше успокаивает, либо это реально основанное на цифрах предположение? Оба варианта вызывают вопросы. Третий вопрос. Какая будет терминальная ставка? То есть итоговая, максимальная. Это будет 5%, это будет 5,5%, 6%, 7%. Куда вы целитесь? Можете ли вы сейчас сказать? На что он сказал, пока слишком рано говорить, опять же, это про будущее. Поскольку сейчас идет ухудшение возможности брать кредиты, фактически нам не нужно поднимать так сильно учетную ставку, мы можем поднимать ее меньше. Но это позволит нам поддержать рынок в большем напряжении, дольше не поднимая условно-учетную ставку, стоимость условных бандов. Просто ограничение уровня кредитования, когда банки какие-то коллапснутся. И бизнесы локальные, региональные не смогут брать. Будут ли они менять условия по работе с банками? Они говорят, что нет, они не планируют, что это проблема не всей структуры, это проблема конкретных банков. Вопрос. Следующее. Будет ли расширяться система залогов FDIC? Напомню, что когда мы с тобой держим деньги, допустим, в Interactive Brokers, наши деньги, они зафиксированы в сумме $250 тысяч. Если Interactive схлопнется, то эти деньги мы получим на счет. Это не про акции, не про бумаги, это именно про деньги. Он говорит, что проблема сейчас больше для рынка, проблема нету такой прям системной банковской проблемы, но конкретную информацию даст нам другой человек, не Пауэлл. Он сегодня просто презентует информацию по монетарной политике, а банками занимается другой человек, и он как бы говорит нам, смотрите следующую серию, на следующей неделе выйдет человек и расскажет нам на комитете информацию. Пятый вопрос. Есть ли дезинфляция? Есть так называемая трилемма, 3 части инфляции, про которых Пауэлл до этого говорил в заседании. Напомню, это товарный, недвижимость и сервисы. И он говорит, что товарка и недвига постепенно идет вниз, мы это видим, но сервисы и услуги остаются очень высокими. То есть, условно, сделать ноготочки стоит дороже и дороже. И это снижение труда и покупательной способности рынка. В общем, не очень хорошая история. Им нужно дождаться, пока людей часть уволят, и тогда у кого-то не хватит денег, и тогда цены тоже там пойдут вниз. Или как минимум зафиксируются и уже не будут расти. И в этом ключе они правы. Особенно после увольнения 3 миллионов людей, я думаю, там точно цена спадет. Следующий вопрос. Что нужно было бы делать и что будет делать, чтобы не повторилось SVB? На что Пауэлл рассказал ту же самую историю, которую мы разбирали на канале, что проблема SVB – это проблема некомпетентного менеджмента. С повышением учетных ставок SVB не сделал домашнюю работу со своим балансом и остался, условно, с активами, которые когда-то потом реализуются, а сейчас им нужно перекрывать дыру. А потом кучка людей, кто держал там депозиты, депозитеры, они пришли и сказали, мы забираем свои деньги. И поскольку вот эта группа была очень-очень концентрирована, они забрали деньги фактически одномоментно. И это очень сильно сказало на платежеспособности СВБ банка. Но это, опять же, не системная проблема, а история одного из них. 7-й вопрос. Рынок закладывает повышение. Одно повышение, а дальше снижение. То, что мы с тобой разбирали на Федрейт-мониторе. Он говорит, что, ребятки, вы можете успокоиться, пока снижение ставки не планируется. Но тут он в каком-то смысле лукавит. Пару заседаний назад он говорил, что они будут точно повышать. Но данный банковский кризис заставил их остановиться в повышении на 0,5. Они уже повышают на 0,25. Вполне может быть, что рынок в ключе данных более прав. И с учетом того, что кредиты помогают, недоступность кредитов помогает Пауэллу давить на рынок, вполне может быть, что это и будет тем самым решением. Какой риск сейчас идет в ипотеках в коммерческой недвиге? То есть, условно, региональные банки дают ипотечный кредит, бизнес покупает какую-нибудь точку, открывает там какой-нибудь, не знаю, сельпо, к примеру, либо еще что-то, и потом работает там. Соответственно, у банка остается дешевая ипотека, у человека актив, а потом идет переоценка стоимости. На что Пауэлл говорит, они знакомы с проблемой кредитования ипотеки, но пока не видят там какой-то проблемы, с которой бы ФРС не справился. Они будут делать расследование СВБ, чтобы такого не повторилось. Но, в общем, не переживайте за коммерческий сегмент недвижимости. Там все нормально. Нужна ли помощь от фискалов по налогам? Мне сразу же вспомнился Гетманцев, потому что если бы он пришел
Хитманцев, он бы очень быстро задавил бы и экономику США, и налоги, и все-все-все. Он бы справился с задачей ФРС, ну, наверное, за день. И поэтому Пауэлл вышел, и Пауэлл в этом смысле ответил: нет, ребята, успокойтесь, нам ничего не надо, все нормально, а те проблемы, которые мы сейчас видим, они не связаны с стимулами, с политикой налоговой, то есть когда они допечатывают деньги, а больше связано с другими факторами. Но какие факторы, он не уточнил. И на вопрос, усложняет ли им вот эти новые дотации людям, да, вот эти допечатанные деньги, прощение кредитов, или же ухудшает, либо ослабляет им работу, Пауэлл как бы уклонился от ответа, сказал, это не главное сейчас, да, нет проблемы в налоговых политиках и в таких вот стимулах. Почему напечатали деньги, или что вы сделали, да, следующий вопрос, почему у вас на балансе выросли деньги, что произошло? Ответ был, что для того, чтобы дать гарантию банкам, они привлекли деньги из FDIC фонда. Не переживайте, мы не напечатали деньги, как раньше. Это краткосрочный баланс, скоро его не будет, а мы продолжаем снижать цифру. Это тоже вопрос, насколько это правда, потому что им ничего не мешает оставить этот долг на балансе, получать с него условно проценты и продолжать новую ликвидность печатать, а параллельно снижать ее. В общем, такая очень странный вопрос. Будете ли вы повышать еще ставки? На что Пауэлл, как обычно, отвечает, если надо будет, то будем, если не надо будет, то не будем. По поводу баланс-счета, ну, их баланса, да, что у них есть на балансе. Вы увеличили долг, а сейчас, ну, говорит, что раньше это были бонды, раньше это были те securities, MBS securities, а сейчас это больше про временный кредит банку. Опять же, то же самое повторение. По поводу нереализуемых убытков банков. Вот эта проблема, с которой столкнулись все и региональные, и Silicon Valley Bank, повышение учетной ставки увеличит бонды и увеличит процент портфеля каждого банка, увеличит в нем пункт нереализованные убытки. То есть удешевление тех залогов, которые у них есть. Мол, есть ли риск с повышением ставок? И он говорит, что да, риск ставок повышения есть, но все банки должны делать свою домашнюю работу, вообще все ребята должны переосмысливать свои балансы и должны сделать так, чтобы все получили, переработали со своим балансом и получили правильное соотношение риска-доходности, чтобы не было повторения Silicon Valley. Мол, они здесь не могут повлиять на внутреннюю кухню банков. Все должны, пусть с убытками, но переделывать свои балансы. Все ли депозитарии, ну, все ли, кто вложил деньги в депозиты, либо держит деньги в банке, защищены? Но он говорит, что у ФРС есть инструменты, они не могут за всех отвечать, но у них есть инструменты на то, чтобы повлиять и защитить депозиторов. Мол, не бегите оттуда забирать все деньги, не дай бог. У них, если что, есть все инструменты, они допечатают, не переживайте. Ну окей. Был вопрос, разумеется, по Credit Suisse. Что они думают? На что Пауэлл сказал, ребятки, это все-таки Швейцария, это не США, мы тут мало что можем повлиять, но в целом это хорошее решение. Особенно с учетом того, что это поглощение, и рынок на это нормально отреагировал. Ну, тут с ним сложно спорить. Дальше пошли несколько вопросов из разряда вангования. Какое будет будущее, будет ли софт-лендинг, как они убедятся, что банки упадут, но все это можно ответить вкратце, как ответ 42. Да. Все зависит от данных и все зависит от будущего. Пауэлл сейчас не может нам как-то предсказать все те данные. И насколько будет ухудшена ситуация в будущем для разных сегментов. Пауэлл, в общем, говорит, ну, если ухудшится, мы пофиксим. Условно говоря, включим станок. Если не ухудшится, то, что сказать, я не могу вам ничего сейчас дать. А по банкам ждите, на следующей неделе будет новая серия. Как вы видите финансовую ситуацию в мире? Что позволит вам понизить ставки? Он говорит, что финансовые условия жесткие, жестче, чем мы сейчас это видим в индексах. Но если все будет очень плохо, то они будут изменять свою политику. Однако понижение учетной ставки, про это речь пока не идет. Вот такое вот было заседание, это, так сказать, вкратце. В общих чертах было очень много вопросов про вангование и про банковский сектор. Это, наверное, повестка дня. Ну, в этом ключе я бы не ожидал роста фондового рынка в краткосрочной перспективе. Для нас с тобой это также означает остановку повышения учетной ставки, возможно, к лету. По крайней мере, рынок так уже закладывает, что будет повышение в мае и с 40% вероятностью его отсутствия. Да? То есть, что мы уже зафиксируемся в текущей цене, и дальше вот это вот падение банков, финансовой системы, каких-то ухудшение возможности кредитоваться бизнесу скажется и задавит, сделает работу за Пауэлла. Ему не нужно быть тем самым негодяем в этом ключе. Окей, будем посмотреть. В общем, в сумме
выступление Пауэлла было то, что мы ожидали, но я все-таки хотел бы больше вопросов про монетарную политику, а не про банковский сектор. Это не совсем вотчина ФРС, хотя и они там тоже задействованы. Но пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого выступления, ожидал ли ты 0.25, 0.5. Увидимся в следующем видосе. Напоследок скажу, когда фармишь золотишко в шахте, помни, что если проценты по золоту растут, то серебро может в цене падать. Пока. Ну, а я возвращаюсь в чат, ребятки. Так, давайте в чат вернемся. Это была такая запись. Мы подсуммировали итоги. И 1.01, 15.00. Чат 2. И будем расходиться. Давайте буквально 5 минуток. А когда сказали, что не нужна помощь фискалки, где-то грустит один Гетманцев, да? Пауэлл сказал, что это проблема менеджмента риска, на которые те пошли. Все депозитарные средства защищены, ФРС дает гарантию. Пауэлл не сказал, что ФРС дает гарантию. Пауэлл сказал, что ФРС есть инструменты, и в случае чего они их задействуют. Но ФРС не может гарантировать депозиты. Он так не сказал. Он говорит, что ваши защиты, ваши деньги защищены, и мы, если что, включим. Вы можете быть уверены, что мы включим свои инструменты, если это понадобится. Это такая история. Диас, доброго времени суток, спасибо тебе за твои видео. Да, спасибо тебе, что смотришь. Спасибо, отличный стрим. Если лайки, то лайки. Привет, собираюсь купить твой курс, но боюсь, что пока посмотрю, упущу момент выгодного входа, даже если рассмотреть долгосрочные инвестиции. Ну, это говорит тебе не совсем правильно. То есть и ты предполагаешь, что если ты до условного мая не проинвестируешь, то больше не имеет смысла инвестировать никогда в твоей жизни. Я правильно понимаю твою логику? Как я понял, решили придерживаться плана, пока что-то не сломается. Да, он так и сказал нам. Он прям напрямую так и сказал. Шахет летить? Да ні, це мотоциклисти, мопеди їздять. Если будет пересмотрена ставка с 1.75 до 5.5 по ипотеке, можно получить 2008 год на максималках. С 1.75. В данный момент ставка по ипотеке 6.48. Это уже больше, чем 5.5. Коли збільшення прибутки банка від більшої ставки відобразяться на ціні позитивно. Ну, вони вже відобразились позитивно. Они не так упали, как все остальное. Сейчас нужно переоценить балансы. Это время. Это занимает время. То есть они получают доходы, но им нужно сейчас решить проблему с переоценкой балансов. То, что и всех старые залоги, они получают по ним там 3-4% условных кредитов. А реальная сейчас стоимость денег уже в районе 7-8%. То есть я бы на эту сумму дисконтировал ставку и цену денег. И в этом ключе, вот с этой точки зрения, уже играет сверхдоходы, но это будет чуть дальше, ближе к 2024 году. Нужно, чтобы ставка зафиксировалась, вот, чтобы она больше не росла, чтобы нереализованные убытки на балансах не летели. Но мы уже видим, как топовые банки растут. Окей, всем спасибо, ребят. На этом будем закругляться. Мы уже и так долго засиделись. С вами был канал Больше Золота Диас. Увидимся в следующем видосе. Готовьтесь к интересной финансовой недельке, конечно. Рынок уже упал, все, что он вырос на позитивных новостях, потому что Пауэлл не был-то особо добреньким. Все, пока.